Привет, друзья! Меня зовут Роман Стикс, я микс и мастеринг-инженер. Сегодня мы поговорим про T-Rex 6 Max. 62 плагина, полноценная мастеринг-консоль, ну и прайс просто шикарный за такое количество моделирующих плагинов. Я покажу вам, как все работает, покажу вам модули, которыми сам пользуюсь, ну и, конечно, объясню, почему я считаю, что это очень хорошее соотношение цены и качества. Сначала небольшой обзор версии, чтобы вы понимали, что входит в Max. В версию интро входят 3 основных плагина. Это эквалайзер, компрессор и Master Match X Lite. В стандартную версию входит 19 классических приборов. В T-Rex Pro входит уже 40 плагинов, ну а в Max входит уже 62 плагина. Это разные пленки, дальше многополосные приборы, как Quad Image и Quad Saturator, Base One для плотного низа и специализированные плагины, как, например, вокальный процессор Jochik Corelli. Мастеринг-консоль. Основные настройки. T-Rex — это не просто набор плагинов, это полноценная мастеринг-консоль. То есть это отдельное приложение, где вы можете мастерить как отдельные треки, так и полные альбомы, не открывая DAW. Ну и, конечно, вы можете использовать все как отдельные плагины, как обычно в своем DAW. Открыв консоль, нужно сделать основные настройки. Аудиодрайвер, формат файлов и частота дискретизации. Я обычно выбираю формат WAV 32 бита. В этом демо я буду работать в 48 кГц, но вообще на мастеринге 96 кГц это тоже очень хороший выбор. Это минимизирует алиасинг, повышает качество. Вот это вот еще одна полезная галочка, называется Digital Delivery Mastering. Если вы ее включите, то мастер будет подходить под спецификации для Apple Digital Masters. По крайней мере, будут соответствующие значения по интерсэмпловым пикам. Я сам Apple Digital Masters провайдер, и для меня эта опция очень удобна. Просто нажимаешь эту кнопочку и не беспокоишься про пиковые значения. Обзор интерфейса. Покажу вам, что где находится. Может быть, сначала немножко непривычно, но вы быстро разберетесь. Пресеты вверху слева. Ваш клип-лист, то есть песни или там стемы, внизу слева. Анализаторы вверху справа. Спектр, сонограмма, фаза, громкость, все, что нужно. Ну и вот в центре внизу это основная рабочая зона, в ней 3 раздела. Это окно редактирования с волновой формой. Дальше обработки, то есть здесь вы создаете цепочки, параллельные цепочки и так далее. И мастеринг-секция — это общие обработки для всех треков, которые входят в альбом. Это очень удобно, потому что вы можете обрабатывать и каждую отдельную песню по-своему, и также давать общую обработку всему. Это очень удобно. Допустим, вы отмастерили все песни, а потом хотите сделать весь альбом чуть поярче. Просто ставите эквалайзер в мастер-секцию. Автоматизация через снапшоты. Автоматизация в этой консоли базируется на снапшотах. То есть вместо кривых автоматизации вы сохраняете полностью все настройки в определенных точках. Это очень быстро, удобно, я вам продемонстрирую. То есть, например, можно, чтобы припев был пошире, больше компрессировался, а в куплете, например, звучание было более сфокусированным. С фейдами все очень просто тоже. Можно контролировать форму, создавать фейд-ин, фейд-аут. Сборка альбома и экспорт. Здесь есть профессиональный редактор сборки альбома и создания экспорта. Можно выстроить порядок треков, паузы между песнями. Можно даже ввести CD-текст. Можно ввести все ISRC-коды для каждого трека. Также UPC и EAN-коды для релиза. Ну и для выгрузки тут есть несколько профессиональных опций. Это и стандартные WAV-файлы, и таблицы PQ, и DDP-образ. И все это может включать ваши метаданные. Давайте рассмотрим теперь отдельные, наиболее важные модули. Начнем с Master Match X. То есть задача не просто склонировать другой трек, а изучить его и получить схожие настройки эквализации, компрессии и в нужные пропорции добавить к вашему треку. То есть анализируйте несколько референсов, свой трек и дальше выбирайте пропорцию. Можете добавить совсем немного.
Здесь есть встроенный удобный мономейкер, то есть чтобы субы усадить в моно, это звучит гораздо лучше на клубных системах. Дальше Bass One. Вот этот модуль мне реально понравился для того, чтобы действительно бас уплотнить и при этом, чтобы он не вываливался по динамике. Добавлю побольше, чтобы вы услышали разницу. На моих мониторах IF Audio SC2070 это прям отчетливо слышно, что бас становится гораздо более полным. В то же время он звучит контролируемо, то есть не разваливается. Ну и в наушниках, конечно, тоже это очень круто слышно. Звучит, реально глубже. Еще одна причина выбрать Max — это пленка. Тут есть пленка на любой вкус. То есть вся классика здесь собрана, Tascam и другие варианты. Вот я сейчас добавлю пленочку перед компрессией. То есть мы получим гармоническое насыщение и такой сглаженный верх, такой более. То есть задача получить такую аналоговую окрасочку, но не пересатурировать. Теперь, когда речь идет о пиковых значениях, о громкости, компрессии, то отличная штука — это Stealth Limiter. Почему? Потому что в нем несколько режимов, и действительно можно подобрать характер под свой трек. Я сейчас установлю output на -1 дБ True Peak, и дальше подожму на несколько децибел. Здесь очень легко пережать трек, поэтому в этом никакого нет смысла. Оставьте динамику, смотрите на анализаторе, вот здесь справа вверху они есть. Quad Image, тоже модуль, который входит именно в Max. Это многополосный стереоимиджер. Например, удобно в припевах можно сделать такое расширение, чтобы припев открывался, был более впечатляющим. Я, например, люблю расширять нижнюю середину, немножко верхнюю середину. Бас при этом прижимаю чуть-чуть, не совсем в моно, но сужаю. И верхушка тоже довольно натуральная. Мониторинг на равной громкости. В процессе работы я включаю вот эту опцию Equal Gain Monitoring, чтобы не обманываться за счет изменений громкости. Таким образом, когда вы сравниваетесь, вы действительно слышите именно, что происходит с пространством, со спектром, а не с громкостью.
В T-Rex работают патентованные технологии клонирования характера аналоговых приборов, причем в динамике. То есть за счет этого у прибора есть вот эта нелинейность аналога. То есть это и дает вот это живое звучание. Помимо мастеринга, этот бандл подходит отлично для сведения. То есть тут и красивые ревера, и компрессоры есть, которые мягкие и более характерные. Вот еще есть клевый вокальный прибор. Didn't think you'd do me like that. Hit your phone, see you calling her back. No, I'm sad, girl, don't text back. Gonna make you a maniac. То есть вот такой вот бандл, который покрывает все необходимости мастеринга, сведения и подготовки релиза. Стоимость имеет значение, вот что я думаю. Учитывая 62 плагина плюс мастеринг-консоль, то есть это очень хорошее соотношение цены-качества в 2025 году, если нужен аналоговый саунд и множество поддерживаемых форматов. Если вы хотите полноценный курс по мастерингу в T-Rex, то напишите мне в комментариях, и я тогда этим займусь. Хотите научиться профессиональному сведению мастерингу? Пожалуйста, ссылочки в описании. Там же вы найдете ссылки на мои пресеты, на остальные мои ресурсы. Лайкните, не забудьте подписаться, если было полезно. Ну и пока увидимся.